Дружище, ты не представляешь, как я рад снова выложить тебе свои мысли. Здравствуй, мой дорогой дневник. Знаешь, оказывается, добыть чернила и бумагу у торговцев сложнее, чем компоненты. Но, впрочем, я сделал это, и теперь я снова пишу тебе. Дни мои тянулись спокойно. Сентоноябрь шел своим чередом. Лишь нападение Варга застало врасплох. Дикое животное в тот день сильно повредило меня. Комната в тот вечер окрасилась в красный, пока я лечил свои раны. Впрочем, я очень скоро отомстил этому монстру. Съел его и, знаешь, с превеликим аппетитом. Кстати, о еде. В декабрале я научился, наконец, готовить по-настоящему вкусные блюда и старался производить их с запасом. На складе было кучу мяса, поэтому я решил приготовить все сразу, чтобы ничего не успело протухнуть. Знаешь, такое невообразимое удовольствие от еды я получил, наверное, впервые. После человечины вкусные блюда казались не просто вкусными, а просто божественными. Теперь у меня есть неплохая продуктовая подушка на все случаи жизни. Попутно начал строительство собственной, отдельной шикарной комнаты. Если жить в отщепении, то точно с комфортом, да? Но спокойно достроить мое жилище мне, конечно же, не дали. Сначала на меня напал одичавший козел, которого я с легкостью пристрелил. Он даже не успел толком мне навредить. Однако почему-то тогда мне начало казаться, что никакие стены жилища не могут обеспечить мне достаточную безопасность. Мне нужно было что-то более мощное, что-то такое, как мой любимый дробовик. И тогда я принял решение изучать технологию пулеметных турелей. Оставалось надеяться, что я успею воссоздать их до того, как какой-нибудь ублюдок посмеет напасть на меня с более мощным оружием, чем у меня. С началом весны, когда снег еще едва оттаял, на меня снова напали. Уроды! Что им нужно от меня? Как думаешь, может такое количество налетов обусловлено тем, что я знаю больше, чем они? Или же эти идиоты надеются на радушный прием? Впрочем, дружище, я им устроил прием, накормив их свинцом. Сукины дети лишь повредили стены моего склада, не более. Следующая партия налетчиков тоже была ликвидирована. Я оставил одного из них умирать, а сам последовал нежиться в своей новенькой комнате, перед этим хорошенько отмывшись в горячей воде. Разве моя жизнь не сказка? Вскоре я тяжело заболел. Малярия скосила меня, отчего мне оставалось лишь молиться, чтобы никто не напал на мой дом и склад. Ведь в состоянии болезни я бы не смог противостоять даже таракану. Пришлось переместиться в лазарет, который я выстроил ранее, на месте старой ванной комнаты. Несмотря на то, что я все время был один, мне удалось достаточно быстро подняться на ноги, ведь у меня были лекарства. После болезни я продолжил облагораживать свою территорию и даже выстроил хлев и ограду для животных, которых вскоре завел. Это были козел и козочка. Крайне ласковые и, кажется, неразлучные создания, которые не отходили друг от друга ни на шаг. Вскоре я начал доить козочку. Она как раз начала давать молоко. Дружище, что бы там ни говорили, а козье молоко в тот момент показалось мне самым вкусным напитком. Все же не зря я трудился над хлебом. Теперь у меня есть с кем я могу перекинуться хотя бы парой слов, даже если в ответ услышу только блеяние. Но пора было переходить к технологиям. 13 мая я нашел в себе силы направиться к древнему механоиду и уничтожить его. Ох, взрыв прозвучал так громко, что у меня даже заложило уши, после чего я сразу направился домой, чтобы на долгое время засесть за изучением молекулярного анализа. Все же штука полезная. Однако меня снова отвлекли. На базу упал корабль механоидов вместе с Уланом. Эта тварь оказалась гораздо сильнее, чем казалось на первый взгляд, но она быстро пожалела, что осмелилась тронуть меня, одиночку, пережившего кучу налетов и отлично разобравшегося в стрельбе. Оставалось лишь осмотреть корабль. Рядом с ним я увидел скелет человека. Я осмотрел его и обнаружил при нем мехлин, который тут же имплантировал себе. Спустя время у меня появился и собственный механоид-строитель. Что ж, достаточно неплохо для начала. Однако робот мог только строить, а от нашествия бешеных зайцев мне пришлось отбиваться самому. Да, приятель, зайцев, они не сильно повредили меня, но знатно отвлекли от работы и исследований. Я рад, что могу хоть на ком-то выместить свою злость и плевать на то, что выглядят они безобидно. Они пробрались на мою территорию, мою! Я никого не впущу сюда до того момента, пока сам не захочу. Первые дни июгуста, когда я только начал высаживать картофель, мои звери меня очень сильно порадовали. Родился очаровательный козленок, и, видимо, песцы обрадовались рождению козленка не меньше, отчего напали на меня и мой дом, учуяв запах дичи. Пришлось подскочить среди ночи и разделаться с ними, чтобы никто не пострадал. И мало было и этого, так еще и на звуки выстрелов прибежал дикий испуганный Муффало, с которым я тоже расправился. А вот дикая медведица далась мне труднее. Ее уже, видимо, привел в мое поселение запах пищи
пищи. Пришлось убить и ее. Не думал, что дикие животные даже в летнее время могут быть так агрессивны. Другое дело зимой. Но когда на меня напали трое уродов, я 1000 раз пожалел, что роптал на зверей. Ублюдки притащили токсичные гранаты. Их было трое. Мне было очень тяжко в этом бою. Легкие заполняло что-то тяжелое, что аж блевать хотелось. Но не смея отступить, я продолжил битву. И, естественно, я одержал победу. А ты сомневался? Со временем я заметил, как у моих питомцев появился еще один козленок. А вот и другой. Другой, напротив, захворал и не был так активен, как раньше. Было жаль животное, ведь я очень привязался к нему. Однако это было моей ошибкой. Вскоре козленок погиб, но мне ничего не оставалось делать, кроме как усилить уход за ними и начинать сажать сенотраву для производства в будущем комбикорма. Оставалось верить, что сбалансированный корм и должный уход позволят не допустить таких ситуаций в будущем. Но дальше было только хуже. Я успел сделать комбикорм, чтобы животные не голодали, но впереди меня ждала череда серьезных налетов. Противники были вооружены нечто большим, чем просто ножи и дубинки. Пистолеты, гранаты, ружья – все это шло в бой против меня. Попутно я выстраивал лабораторию, чтобы хоть как-то справиться со своими чувствами и со своей агрессией на весь мир, которая с каждым днем усиливалась. Однако еще одно разочарование совершенно выбило меня из колеи. Чума. Поголовье коз скосила мерзкая болезнь, из-за чего я был подавлен еще сильнее. Налеты участились. Я не дома, я не в безопасности. Любой сукин сын, лишь дай волю, готов заявиться на мою землю и начать разрушать мое жилище. Любая болячка может скосить меня и моих зверей. Дружище, мне страшно, мне противно. Как еще можно спрятаться ото всех? Знаешь, мне кажется, мне нужны стены. Еще стены, которые обезопасят меня. Вернусь к тебе позже. Я не могу так много времени уделить тебе сейчас. Кто знает, может, пока я пишу сюда, какая-то тварь бродит под моими окнами и хочет убить меня. Или пробраться в дом, напишу позже. Твой одинокий и напуганный поселенец Нюк.